Доброго времени суток! Мы рады приветствовать вас на нашем канале паранормальных блогеров. Сегодня мы решили поехать, прогуляться, прикоснуться к нашей истории, побывать на могилах известных людей и провести наш небольшой эксперимент. Я не могу объяснить, но на тишину что-то или кто-то всегда откликается. Итак, Зират в переводе означает «кладбище». Находится оно в Старо-Татарской слободе города Казани. Это татарское кладбище со своим колоритом. Оно возникло более 250 лет тому назад. И по месту популярности гостей и туристов не уступает Арскому. Итак, кладбище встречает такими словами: «Цени живых, знай могилу умерших». А в центре у красной кирпичной стены стоит серебряная статуя, как символика скорбящей матери. Главный национальный некрополь. Это же почти как учебник истории, с именами, знакомыми с детства. Здесь покоятся татарские деятели культуры и науки. Но вместе с тем, здесь также нашлось место и для криминальных авторитетов, которые в 90-е годы состояли в разных ОПГ, и которым не повезло. И они не смогли выжить в это смутное время. Я не буду озвучивать названия этих группировок, они и так известны. А если найдется, кто не знает, можете загуглить, если будет интересно. Вот, например, здесь похоронен, видимо, кто-то из влиятельных людей. Это видно по шикарному памятнику и по тому, как оригинально он выполнен. А этот памятник очень интересно оформлен в виде минарета. Я не знаю, кто здесь похоронен, но правда же красиво. Как я уже говорила, банды, ОПГ и прочие криминальные сферы также обрели пристанище на этом кладбище. Вот, например, нестандартное решение увековечить память 3 молодым людям, хотя весьма достойное. Говорят, что все они жертвы этого шального времени. А на одного из них даже натравили собак, и они загрызли его. Ну а затем взяли и сожгли в той самой машине, которая изображена у них за спинами. Здесь я не знаю, кто покоится, но если я правильно поняла надпись, то этот человек был убит бандитами. Посмотрите, какой шикарный памятник. Видимо, влиятельный и богатый был человек. Смотрите, как заросло здесь кладбище. Там все так же. Могилы, ограды. Но посмотрите, как заросло. Почему-то за этой частью кладбища никто не ухаживает. Может быть, конечно, здесь похоронены те, у кого не осталось родственников. И некому приходить, но не знаю. Как мы посмотрели, когда они такие уж и древние, скажем так, 11-й год, 13-й год. Но тем не менее вот так. Друзья, посмотрите-ка, на чисто мусульманском кладбище мы нашли православный крест. В самом углу, ну вот, пожалуйста, Миргородский Александр Сергеевич. Композитор. Вот так. Удивительно рядом. А здесь вот мы шли и набрели на такие вот оградки маленькие. Это могилки маленьких детей. Вот посмотрите. Здесь стоит просто такая как бы дощечка. Здесь просто табличка. Вот, видимо, где было место вдоль аллеи, вынесли. И самое интересное, на что я хотела бы обратить внимание, это вот на такую оградку. Посмотрите, какая она маленькая. Там ничего нет и растет дерево. В этой ограде посередине растет дерево. Так раньше хоронили
ну, как сказать, так было положено у мусульман раньше хранить. Это старая традиция. Что она обозначает, я, честно говоря, ну, скажем так, толком не знаю, но это как бы считалось, чтобы душа переродилась во что-то живое. Вот. То есть, другими словами, продолжение жизни. Вот такая интересная традиция. Идем дальше. Смотрите. Здесь могила свежая, видимо, подготовили. Жутковатенько. Аж холодом повеяло. Уф, идем отсюда. Подошедшей до нас легенде, на этом месте похоронено 7 сестер, которые, спасаясь от насильственной христианизации, во времена Ивана Грозного утопились в находящемся здесь когда-то озере, тем самым якобы сохранив верность своим предкам, традициям и вере. У воздвигнутого на их могиле небольшого памятника постоянно можно видеть живые цветы и татарских абыстаек в белых платках, творящих молитвы по усопшим и просящих у сестер заступничества. Интересная легенда. Но, правда, я всегда думала, что самоубийцы – это плохо, это грех, и раньше их даже хоронили отдельно. Но да ладно, не будем коверкать легенды, ведь у всех свои понятия о вечном. А вот по легендам и то самое озеро, в котором утопились эти 7 сестер. Вот так оно находится посередине кладбища. А здесь вот у нас аллея очень известных людей. Вот, например, Габдулла Тукай. Наверное, все знают. Это писатель известный, который написал сказку «Шурале». Также еще есть очень известная личность. Это Марсель Салимжанов. Это наша гордость национальная. Это история и искусство. Сейчас мы решили подготовиться к эксперименту. Ну, в общем-то, мы проведем тот же самый эксперимент, что мы проводили на Арском кладбище. Запишем тишину. Я думаю, что если что-то мы сможем записать здесь, то мы обязательно это выложим в конце этого ролика. А мы, пожалуй, удалимся. Так, снимаем 5 минут. Видно?
Прошло более 5 минут. Идем забирать камеру. Прошло больше 5 минут, если быть точными. 7. Да. 7, почти 8 минут. Спасибо. Спасибо, благодарим. Приносим извинения, если побеспокоили. Приносим извинения, да, покойте с миром. Ну что, вот провели мы эксперимент, уже возвращаемся. Ну как возвращаемся? Ну еще, наверное, где-то в конце кладбища, идем к началу. Знаешь, какие-то... Ну, точнее, не знаешь, если с тобой случались какие-то мистические истории, может, ты расскажешь? Нет, со мной конкретно не случались, но... О, какой звук на кладбище. Это дятел, такой звук. Ну, как я слышала из уст своих родителей, расскажу. В общем, 90-е годы, разные эти вот группировки и прочее, бандиты. Был такой человек, ну вот как раз знакомый, точнее его сестра, знакомая моих родителей, вот она рассказывала. Он был директором какого-то завода, ну, я точно сейчас не помню, какого завода, да и не важно. Вот. Видимо, что-то произошло, посадили его на какие-то там долги, а у него семья и прочее. Безысходное у него было как бы положение, как он посчитал. И взял пистолет, вышел на площадку и застрелился. Когда уже похоронили, и буквально там на третий день, а это была зима, на окне с уличной стороны морозом нарисовала его портрет. Да ты что? Да. Это видели очень многие. То есть, когда это произошло, его жена позвала, и батюшку она звала, по-моему, и ну, соседи приходили, смотрели, родственники. То есть это видели многие. Такому явлению было очень много свидетелей. И слухи быстро расползлись. Вот этот портрет у них был 40 дней. То есть в течение 40 дней портрет растаял или исчез, или еще что-то произошло. Ну, в общем, Интересно. вот такая история. Удивительная Что это было история. за явление? Не знаю. Я не знаю, как ты веришь, не веришь, но мне кажется, все-таки существует какой-то тот мир Ну, конечно, по ту существует. сторону. Нет, я верю, что существует тот мир, конечно. Просто бывает в нашей жизни случаются какие-то такие вот необъяснимые случаи, моменты. Этот портрет. Ну, мне кажется, каждый сталкивался в своей жизни хоть раз, хоть с чем-то таким необъяснимым. А с чем сталкивались вы, друзья? Пишите Да, в комментариях. Расскажите нам свои тоже необычные интересно. истории, да. Вот так вот неожиданно мы телепортировались домой. Ну, просто дело в том, что когда мы только собрались писать финальную сцену, где-то примерно в паре аллей от нас, мы увидели, что по кладбищу по направлению к нам идет патруль. Вот. И мы быстренько собрались, а просто по сложившейся ситуации в мире с этим коронавирусом, с этой самоизоляцией, вот, ну, особенно у нас в Татарстане, если поймают, то влепят такой штраф, мало не покажется. Поэтому мы быстренько ретировались. Естественно, ну или они не по нашу душу, просто у них был плановый рейд. Ну а насчет кладбища мы скажем так. Тот, кто хочет соприкоснуться с нашей историей, побывать на могилах известных людей, да и просто погулять по кладбищу, окунуться в атмосферу тишины и покоя, подумать о насущном, привести свои мысли в порядок, погуляйте и ощутите на себе это чувство умиротворения. Где живых людей не так много, ну а умершим вечная память.
И на этой спокойной ноте мы говорим вам до скорых встреч, друзья, подписчики и просто зрители. Берегите, пожалуйста, себя, выполняйте все рекомендации, все будет хорошо. И будьте здоровы. Смотрите наши ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх и пишите комментарии. Ну а что, скоро нас ждет лето и будет много всяких идей для новых роликов. Мы стараемся для вас. Ну а мы удаляемся прорабатывать новые интересные идеи. Мы вас любим, желаем вам удачно и не скучно провести это нелегкое время. И всем пока! Если здесь есть какие-то духи, которые находятся рядом и хотят что-то нам сказать, можете говорить. Вас записывает камера, микрофон. Thank you.